В 2026 году родственники группы Дятлова снова требуют нового расследования. Один из главных вопросов к экспертизе. Что было сделано, что не было в материалах, и можно ли спустя десятилетия говорить о причине смерти уверенно. Но есть еще одна туристическая трагедия, о которой вспоминают редко. Ее называют Бурятским перевалом Дятлова. Это Хамар-Дабан, 1993 год. 7 человек ушли в поход. Вернулась только одна – Валентина Уточенко. Официальная причина гибели – переохлаждение. Но чем больше всплывает свидетельств, тем больше вопросов. Почему группа начала вести себя столь хаотично? Что могло спровоцировать кровь из носа, пену, судороги, потерю ориентации? И можно ли было вообще достоверно установить переохлаждение спустя недели после смерти? Сегодня мы попробуем отделить медицинскую и экспертную логику от мифа. В нашем неслучайном разговоре сегодня Руслан Эдуардович Калинин, кандидат медицинских наук, адвокат, независимый судмедэксперт, доцент кафедры судебной медицины Университета РУДН. Давайте попытаемся установить, что произошло в 1993 году на Хамар-Дабане, ориентируясь на медицинскую логику. Безусловно, я понимаю, что вы не изучали материал уголовного дела, вы не видели тела этих погибших и не исследовали их. Опять-таки, это можно установить, если вскрытие трупа проводится в ближайшее время после того, как наступила эта смерть. По рассказам выжившей Валентины Уточенко, первым резко упал турист Александр Крысин. Она описывает, что у него пошла кровь из ушей, из носа. В поздних пересказах появилась пена изо рта. Причем не у него одного, у нескольких человек одновременно из этой группы такие же симптомы. Какие медицинские состояния в принципе могут вызвать такую картину? Кровь из ушей, конечно, не каждый день идет, прямо скажем, да. Что касается пены, пена изо рта вообще, справедливости ради, пена изо рта, конечно, типична для отека легких, который-то как раз и развивается при горной болезни зачастую. Зачастую люди, столкнувшись с тем, что у кого-то что-то потекло изо рта, из носа, из уха, очень сильно эти проявления переоценивают. Не говоря уже о том, что всем, конечно же, сразу видится кровь. Это почти никогда не кровь, по крайней мере, не чистая. И опять же, когда пошла? Понимаете, что просто идет человек, и тут у него потекла кровь из глаз, из ушей, из носа? Вряд ли. Пена изо рта, например, идет при судорогах зачастую. Человек упал, обычные эпилептические припады. Пена изо рта может пойти, конечно, и при отеке легких. И совершенно не обязательно для этого лезть в горы. Допустим, при инфаркте миокарда тяжелом, если он осложнен выраженным отеком легких, тоже может пойти пена изо рта, в том числе и окрашенная частично, кровью. Рассуждая гипотетически, скажем так, при таких симптомах могли они, среди прочего, быть обусловлены начавшейся горной болезнью? Да, конечно, могли. Почему нет? Конечно, могли. Имеют значение и данные, которые получены при осмотре места происшествия, осмотр трупа на месте его обнаружения. Потому что, например, кроме прочего, у человека, который погиб от того, что он замерз насмерть, у него формируется, например, специфическая поза. По поводу группы Людмилы Коровиной, поскольку обнаружили их спасатели спустя даже не несколько недель, продолжительное количество времени прошло, естественно, никто, я так понимаю, фотографий не делал, по крайней мере, официальные данные об этом умалчивают. Соответственно, экспертиза проводилась уже по факту, когда эти тела были доставлены. Насколько это существенно для точного установления причин? Конечно, чем больше времени прошло, тем, скажем так, тем ниже будет достоверность. Какие анализы, исследования точно делаются при подозрении на переохлаждение? Значит, что всегда делается, оно зависит не от причины смерти. В любом случае должно проводиться гистологическое исследование. То есть отбирают от трупа кусочки органов, ткани, отправляют их в гистологическую лабораторию, где их смотрят уже под микроскопом. Еще что? И судебно-химическое исследование. Если оно возможно, опять же. Это что такое? Судебно-химическое, это анализ биологических жидкостей, чаще всего это кровь, это всегда кровь, и если есть моча, если ее удалось
получить в мочевом пузыре, потому что может не быть мочи на момент смерти, тогда ее взять неоткуда. И их отправляют для того, чтобы химическая лаборатория проверила эти жидкости, либо ткани или органы на содержание каких-либо веществ. Ну, отравляющих, конечно, чаще всего. Спустя 3-5 недель. Алкоголь, наркотики, Алкоголь, отравляющие. конечно, нет. Вот наркотики могут не распадаться довольно долго. Простите, Руслан Тарович, мы говорим про 93-й год. Тогда тоже было так? Методики Работала... существовали, Да? конечно, и да, должны были гистологию делать, и должны были судебно-химические исследования делать. А вот были ли возможности посреди разрухи 93-го года, когда, простите, не было ничего и нигде, я не знаю. Валентина описывала в своих показаниях несколько раз поведение группы таким образом, что как будто бы наступило сумасшествие. Причем она очень настойчиво несколько раз в нескольких показаниях утверждала, что одновременно. То есть люди сразу начали кто-то бегать, кто-то биться головой о камни, кто-то прятаться. Какая-то девушка к ней подбежала, начала ее кусать. Может ли такое поведение, как вы считаете, возникать при гипотермии? Поведение может возникать самое разное и при действии различных факторов. Ну, во-первых, мы с вами говорили уже о гипоксии. Что такое гипоксия? Это недостаток кислорода, прежде всего, где? В головном мозге. Да? Естественно, всем нашим поведением он-то, родимый, управляет. Наше поведение зависит от того, от тех процессов, которые происходят в головном мозге. И когда кислорода не хватает, очень там всякое разное может случаться поведение. Самое разное. А что касается переохлаждения. Переохлаждение, во-первых, тоже с гипоксией способствует, да, потому что воздух холодный, и это гораздо затрудняет это газообмен. Вот. Во-вторых, да, на самом деле при переохлаждении, при выраженном тоже встречается различное поведение. Парадоксальное раздевание, например, когда человек замерзает и начинает срывать с себя одежду. Вы знаете, да просто обычная паника, вот обычная, что я имею в виду обычно, когда вот люди чего-то испугались все вместе. Неважно чего, что-то они там увидели, услышали, или просто им мысль какая-то пришла, они о чем-то не задумывались там, да, и вдруг задумались, и поняли, что им грозит какая-то смертельная опасность. Валентина, которая, собственно, все это наблюдала, потом потеряла сознание, ориентацию, ну, ничего не помнит, скажем так, да, как она утверждает. Мы не знаем, что с ней было. Можно ли такие свидетельские Да показания? любые можно. Смотрите, опять-таки, это не компетенция эксперта. То есть это следователь, это прокурор или это судья. Вот они оценивают достоверность, они оценивают просто исходя из всей совокупности доказательств, всей совокупности данных, которые получены. Задача эксперта не в том, чтобы по результатам исследования трупа или чего-то еще сделать вывод о том, правду ли там говорит какой-то свидетель или подтверждаются ли его там показания результатами. Нет, задача эксперта, если мы говорим о вскрытии трупа, самая главная там задача и основная цель — это установить причину смерти. Мы сразу хотим сказать зрителям, что мы не сомневаемся в свидетельских показаниях Валентины, выжившей. Мы понимаем, какой стресс она испытала. На ее глазах фактически погибла вся группа. Мы пытаемся всего лишь понять с помощью экспертного мнения, что из этого можно предположить, какие выводы точные можно сделать. Мы сейчас будем обсуждать самую интересную, я считаю, часть нашей беседы. Это версии, которые существуют вокруг этой истории, а их огромное количество. Вот остановимся на нескольких. Скажите, пожалуйста, вот версия отравления. Признаки, которые описывает Валентина, могут быть признаками именно пищевого отравления либо химического? Ну, химических отравлений их огромное количество, понимаете, и симптомы там могут быть самые разные. Что касается пищевого, ну, у пищевых отравлений все-таки обычно несколько иные симптомы. Это тошнота, рвота, это понос, это высокая температура там и прочее такое. Они Это... же могли поесть какие-то ягоды, грибочки. Я не Да знаю, могли, конечно. все Тут так вместе. опять, ну, могли, конечно. Все исследовали Так, тушенку. теоретически могли, но это, опять же, это у мертвых не спросишь, что они поели, да? И Да, но как тогда это должны... установить? Тогда, я правильно понимаю, так должны быть исследования желудков. И, собственно... Вообще при подозрении на отравление там не только желудок, и кишечник, и почку берут на исследование. Но это если есть подозрение, понимаете? А если нет, не берут?
Нет, если нет, то стандартно берут кровь, мочу. То есть в данном случае такое исследование могло не быть. Мы Могло сейчас, и не быть. естественно, и Могло и не поэтому быть. Ну, особенно если эксперт, например, при вскрытии, если он нашел признаки смерти от переохлаждения, так и то он и не стал вопрос проверять. закрыт. Понятно, что то, что он обязан взять в любом случае, там, гистологию, химию, он возьмет, он здесь есть возможность, он обязан там это сделать по приказу, он это сделает, вот, но какие-то дополнительные исследования он проводить уже не будет, в этом нет необходимости. Была очень интересная версия, что это мог быть инфразвук. Такая эффектная версия. Вот я просто у вас, как у специалиста, хочу понять, да, для судмедэксперта есть какие-то объективные признаки, по которым вообще такую версию можно проверять? Версии могут быть разные. Вот, значит, лично я исследований по воздействию инфразвука там на организм человека не проводил, а по воздействию на организм живого человека их никто не проводил, потому что у нас опыты на людях, слава богу, запрещены. Я здесь с уважаемыми исследователями, знаете, в чем могу согласиться? В том, что это нетипично. В том, что вот кровь из ушей, как я вам и сказал, идет, ну, прям скажем, не каждый день. Да теоретически что угодно может быть. Когда мы говорим теоретически в быту, мы зачастую, знаете, говорим теоретически, а имеем в виду фантастически. Хорошо, газ. Это могло бы быть отравление газом. Есть Болотный. известный реальный случай. Озеро Ньос в Камероне, вы знаете, да? Это 86-й год. 1700 человек погибло тогда. Никто не проснулся с утра. Вот, в принципе, если было воздействие газом, какие-то признаки на теле должны были остаться? Да, должны были, но они могли не сохраниться. На теле, вот если это, например, яд, который блокирует там поступление кислорода из крови в ткани, то будут там, что, там будут ярко, там, не ярко, но будут такие красноватые трупные пятна, например. И кровь будет покраснее, чем обычно. Официальная версия звучит как переохлаждение. Эксперт, собственно говоря, мог сделать анализы, вскрыть и понять, Вот что это, смотрите. скорее всего, наиболее Вот, правдоподобная причина. вот с переохлаждением другая история. У переохлаждения признаки есть. Это не функциональная, не в чистом виде функциональная смерть. Переохлаждение отличается То есть сомневаться в этом не стоит. от многих других, ну, я акт вскрытия не видел, но я могу объяснить Да-да. про переохлаждение. Мгм. Переохлаждение от очень многих видов смерти принципиально отличается. Во-первых, это медленная смерть. Переохлаждение – это смерть, темп наступления смерти медленный. Это несколько там часов, как правило. И, соответственно, изменения в трупе как при наружном осмотре, так и при внутреннем исследовании другие. И у переохлаждения есть типичные признаки, вот именно специфические, по которому можно сказать, вот, о, это переохлаждение, но по большому счету он один. И другое дело, что если он есть, Какой? то это пятна Вишневского на слизистой оболочке желудка. Их может не быть. Есть другие признаки. У переохлаждения признаков не так уж и мало, но, опять-таки, в какой-то ситуации одни проявляются, в какой-то другие, в какой-то их больше, в какой-то их меньше. При внутреннем исследовании тоже есть достаточно типичные признаки. Во-первых, кровь будет светлая, да, вот не темная, как при быстрой смерти, а светлая, как при медленной. Во-вторых, значит, типично здесь переполнение мочевого пузыря, большое количество мочи в мочевом пузыре. Мы с вами сейчас говорим об истории, которая не получила широкого резонанса, но те, кто ее знают, те, кто ее обсуждают, очень сомневаются в выводах эксперта. Ну, Да? все Почему? всегда сомневаются Вот, в выводах смотрите, экспертов. вернемся в наши дни, в 2026 год. Родственники группы Дятлова, собственно, сестра его, я так понимаю, снова говорит о новом расследовании, и вопросы в первую очередь к экспертизе, поскольку, как утверждают родственники и адвокаты, собственно, не были сделаны гистологии, химические анализы. Вот для вас, как для судмедэксперта, что важнее в старых делах, как вы считаете? Новая версия, проверка качества старых материалов или все-таки до исследования уже тел с помощью их изъятия? Что дает наиболее большее основание утверждать что-либо? Да, как правило, ничего не дает уже по прошествии уже То есть бессмысленно большого это времени. все? Нет, не всегда. Не всегда бессмысленно. Тут вот что надо понимать. Во-первых, если труп уже
сгнил, да, через некоторое время от трупа остаются только кости. Кости Мгм. у нас единственное, что не подвергается гниению, это кость. Мгм. Ну, это тоже распространенное заблуждение, что можно извлечь кости и установить причину смерти. Нет, нельзя. Эксгумация не даст ничего. Эксгумация — это процедура, которая очень полезна для сценаристов кинофильмов, чтобы произвести впечатление на зрителя. Ну, это подождите. Эксгумация имеет смысл Мгм. буквально в первые же там дни, когда прямо по горячим следам вдруг становится известно, что, значит, эксперт, который, допустим, скрывал труп, что-то там сделал неправильно, что-то не сделал, или там умышленно исказил каким-то образом причину смерти. В дальнейшем, значит, когда прошли месяцы, когда прошли годы, когда прошли десятки лет, значит, для того, чтобы установить причину смерти путем вскрытия, я про экспертную сторону говорю, да, нужен сохранившийся труп. Да, вскрытие должно быть произведено на следующий день после смерти. Вот как должно быть, чтобы была действительно достаточная достоверность. По поводу того, что там можно в делах прошлых лет, что можно установить. Ну, как правило, знаете, можно, да, можно, если сохранились костные останки, то можно кости из земли достать. И можно частично достать землю. В каких случаях это может что-то дать? Новую какую-то версию, допустим, для расследования. Ну, как раз в случаях отравлений, если это яд, который очень долго не распадается. Такие яды встречаются. Его можно найти и в костях иногда, его можно найти и в земле иногда. То есть это единственное, что можно Ну, установить. нет, конечно, можно установить костные травмы, Вот. которые по каким-то причинам Не были не были, описаны. да, хотя будет большая проблема с тем, чтобы установить, они прижизненно эти кости были сломаны или посмертно. Когда обнаружили тела группы Дятлова, прошло уже несколько недель, даже, по-моему, месяц, да? А, Соответственно, вот тогда гистология и химанализ, они что-то бы показали? Во-первых, гистология там была. Гистология там была. Я не знаю, кто там утверждает, что ее не было, но там была. Не могу утверждать, не помню просто уже у всех лет. Здесь дело не в группе Дятлова. Здесь дело в том, что... Дело в недоверии к судебной Ну, экспертизе, понимаете? естественно. Дело не судебной вообще, а к судебно-медицинской, в частности. Значит, во-первых, проблема недоверия, понимаете, она нерешаема никак, потому что это вопрос веры. Против веры или неверия бессильны любые аргументы любой науки. По факту. Вот выйти за пределы в каких-то дальнейших исследованиях, расследовании каких-то версий, выйти за пределы того, что эксперт протоколировал, невозможно. Потому что эксперта самого уже нет в живых, как правило, да, там лет через 50, когда решили еще какую-то историю поизучать дополнительно. Вот остался акт вскрытия, заключение экспертизы трупа, протокол вскрытия, как бы он ни назывался, в разное время назывались по-разному эти документы. Но вот то, что эксперт записал или надиктовал, труп уже не существует, остались только кости. Если проводилось гистологическое исследование, остался вот тоже от него протокол, что там, микроскоп было видно. Остался текст. Вот текст остался. Вот что там написано, от того все будут отталкиваться. А все остальное домыслы. Спасибо вам огромное за столь эмоциональный разговор. И какой самый честный и правильный вывод мы можем сделать сегодня, собственно говоря, после разговора с нашим прекрасным экспертом? Мы знаем причину гибели группы Коровиной, или мы знаем только наиболее вероятную цепочку событий? Что было бы профессиональнее сделать с подобными историями? Заново объяснить обществу, где факт, где медицинская вероятность, а где миф? И можно ли дорасследовать такие истории спустя десятилетия? Как мы сейчас выяснили, собственно говоря, с Русланом Эдуардовичем, это практически невозможно. Это не даст все равно той широты и полноты картины, которую от нее ждут общественность и родственники умерших туристов, насколько я правильно вас поняла. И поэтому, собственно, даже несмотря на то, что медицина сегодня продвинулась вперед, конечно, можно попытаться провести эффективные экспертизы, но людей умерших это, к сожалению, не вернет. Поэтому берегите себя, не ходите в горы неподготовленными, и встретимся с вами через месяц.